Всем привет! Прошлый выпуск был очень серьезный, и мы делали его очень долго. И спасибо вам большое, что так тепло его приняли. Я постараюсь иногда выпускать такие масштабные работы. Но сегодня мы от этого отдохнем, и сейчас вы посмотрите просто лайтовый видосик. Как-то мы делали ролик про ошибки в переводе, и мне очень понравилась тема, когда какая-то мелочь приводит к невероятным последствиям. В этом видео мы рассмотрим орфографические ошибки и просто ошибки в тексте, которых лучше бы не было. Итак, начнем. Каждый из нас хотя бы раз делал ошибку в тексте. Бывало, что многие из нас делали ошибки даже на важных экзаменах. Я вот, например, по глупости в выпуске про перевал Дятлова написал «опасность». Разве я не знаю, как это пишется? Конечно, знаю, но в тот момент совершенно не обратил на это внимания. А переделать, к сожалению, уже не получится. Но из-за этой ошибки никто не умер, я надеюсь. Вот из-за этих ошибок тоже никто не умер. Хотя, кто знает. Но есть такие ошибки, которых лучше бы и не случалось. Космос. Мы его любим, мы им заинтересованы, мы хотим знать, как его изучают. Вот сейчас представьте себе 1962 год, когда вовсю идет космическая гонка. СССР и США пытаются опередить друг друга и сделать лучше, улететь дальше и все в таком духе. Вот так в 1962 году в США был построен космический аппарат Mariner 1. Это должен был быть первый рабочий аппарат, который пролетит мимо Венеры и ее поизучает. Ага, классненько поизучал. Через 5 минут после запуска он отклонился от курса, его подорвали. Но при чем тут опечатки? Притом, скорее всего, этого бы не произошло, если бы не опечатка. В программе был пропущен так называемый «самый дорогой дефис в истории». Так сказал писатель Артур Кларк, и в официальных отчетах НАСА тоже говорится о пропущенном дефисе. Но, скорее всего, так было сказано, потому что так проще преподнести людям. Но есть мнение, что был пропущен так называемый оверлайн, и вообще совокупность нескольких факторов привела к отклонению от курса. Ведь еще и антенна работала не так, как нужно. В общем, дело случая. Если бы антенна работала исправно, то и ошибка бы себя не проявила, и ракету не пришлось бы подорвать. Вот так на глазах могут раствориться 18,5 миллионов долларов. И это еще по тем временам. Сейчас бы это стоило намного дороже. Но мы-то с вами знаем, почему на самом деле такое произошло. Небесная твердь. Угу. Космоса ведь не существует. Я слышал, так священники говорят. И вот это вот такая вот плавная подводка к следующей опечатке. Верующий человек, как мне кажется, должен хоть раз ознакомиться с Библией, если он ей оперирует. Только я надеюсь, он с ней не ознакомливался в 1631 году. Дело в том, что в то время в Англии был выпущен тираж нового издания из 1000 экземпляров. И теперь книга из этого тиража называется «Злая Библия» или «Библия грешника». Смотрите, в чем суть. Написаны заповеди. Все как положено. Не убивай, там, не укради. А что написано тут? Прелюбодействуй. Спасибо, Библия. Уже бегу слушаться. По неосторожности было пропущено слово «не», что совершенно меняет весь смысл. Поэтому Библию и назвали грешной. Почти весь тираж был найден и уничтожен, а издательство было лишено печатной лицензии. Сейчас эту книгу можно встретить разве что в самых больших библиотеках или частных коллекциях. Я, конечно, не думаю, что люди, прочитав именно эту версию книги, сразу побежали ее слушаться. Хотя, кто его знает. Но еще хорошо, что опечатка именно в той заповеди, за которую посадить нельзя. Кстати, насчет нарушения закона. Одна очень ужасная ситуация произошла в 2012 году в городе Ньюкасл. 41-летняя Сара Гослинг подверглась домашнему насилию от своего мужа и сообщила об этом в полицию. Но получилось так, что в 1999 году полицейская база данных допустила ошибку в написании данной улицы. Там случайно добавили лишнюю букву «Е». А поэтому полиция просто не имела точных данных о местонахождении пострадавшей. Спустя 3 часа муж позвонил в полицию и сообщил, что убил свою жену. Вот так вот. Одна опечатка в слове привела к гибели человека. Но мне в этой ситуации непонятно только одно. Тевксбери Роуд. Я такого не знаю, у нас есть только Тевксбери Роуд. Пожалуй, не поеду. Эй, не мусорить там. Но наверняка такому поведению есть веские причины. Но после этого в компьютерную систему были внесены изменения, и теперь, если за человеком замечены нарушения, то отображается не только его имя и фамилия, а еще и адрес. Улица Всратая.
Последнее я. Третье А. А сейчас просто вынос мозга. Вернемся к Библии. Но не простой на этот раз, а кулинарной. Это называется Библия пасты. Напечатана была в 2010 году. Что же там могли такого написать, что я даже это в выпуск добавил? Итак, достаем свои ножики и кастрюли. Возьмем 100 грамм прошутто, 2 зубчика чеснока, 2 красных перчика, соль и свежемолотых черных людей. Что? Ну, как я понимаю, там должно было быть написано перец. Другого объяснения у меня нет. Или создатели книги каннибалы. Я боюсь представить, что бы началось сейчас, если бы такую книгу выпустили. Обиделись бы, наверное, все. Сейчас мода такая, обижаться за других людей. Расист. И вернемся к теме веры опять. Новый Папа Римский – это всегда значимое событие. И в 2013 году, когда Франциск стал папой, Ватикан выпустил 6000 памятных монет. Каково же было удивление людей, когда они увидели, что в Ватикане неправильно на монете написали имя Иисус. Они написали «Лесус». Да что эти люди себе позволяют? Они, разумеется, постарались уничтожить весь тираж. Я представляю, сколько монет такая может сейчас стоить. Пресс-служба Ватикана сообщила, что все ошибаются, даже те, кто делают монеты. И я согласен с ними, никто не идеален, но мы обычные люди. От нашей опечатки никому плохо не сделаем. Но вот когда какая-то бабулька увидит, что кто-то неправильно написал «Иисус», ее сердце может не выдержать. Тут прямая угроза, к сожалению. А еще одна прямая угроза – это когда ты невнимателен на работе. Вот ошибочка, из-за которой утеряны миллионы долларов. Я знаю, как вы любите опционы и биржи, поэтому я вам не буду их рекламировать, просто расскажу одну историю. Mizuho – японский инвестиционный банк, и сотрудник хотел продать одну акцию за 610 тысяч йен, но продал 610 тысяч акций за 1 йену. Сказочный бизнесмен. Компания потеряла около 225 миллионов долларов, так как сделки нельзя было отменить. Вот вы просто поставьте себя на место этого сотрудника. Вы видите, что произошло, и вы понимаете, что обратно это уже не вернуть. Ну и если мы начали говорить про большие цифры, то давайте поговорим про Google. Все вы знаете Google, мы там ищем информацию настолько часто, что даже появился глагол «гуглить». Но знаете ли вы, что название этой компании и этого поисковика просто ошибка? Создатели хотели придумать название, как-то связанное с большими числами. Было предложено Googleplex. Это число с невообразимым количеством нулей. Даже наш любимый Карл Саган говорил, что Googleplex — это такое число, написание которого будет физически невозможно, поскольку для этого потребуется больше места, чем доступно в известной вселенной. Вау! Большое число. Но потом было предложено взять сокращение Google. Это тоже число, вот такое вот число со 100 нулями. Один из помощников начал вводить это название, чтобы проверить доступность такого сайта, но немного ошибся и написал Google, что очень понравилось всем, и они оставили это название. Красивая история. Возможно, все так и было на самом деле, ведь мы можем ее увидеть на сайте Стэнфорда. Чему мы научились? Вот сейчас вы увидели, к каким последствиям приводят ошибки, если не перепроверяешь или проверяешь невнимательно. Я тоже думаю, что все хорошо проверяю, а потом путаю цифры и неправильно пишу слова. Мне кажется, такую работу нужно доверять профессионалам. И знаю я тут сайтик один. Юду называется. Если бы об этом сайте знали те люди, которые совершали ошибки, то они бы их не совершали. Наверное. В общем, в чем смысл? На этом сайте вы найдете профессионала, который сделает рерайт без ошибок, уберет вам дом, сделает дизайн. Да много чего. Мне нужно заказать одного человека. Да, мне диплом нужно написать. Где найти? На Юду? Отлично, мне это очень подходит. Как раз освобожу руки для личных дел. В общем, огромная база данных. Вы быстро найдете исполнителя. И только после завершения работы ему переводятся деньги. А цены вы сами назначаете, и люди на нее соглашаются или не соглашаются. Если это совсем грязная работенка. Если вы понимаете, о чем я. А если вы хотите заработать и хоть что-нибудь умеете делать, то и станьте тем самым исполнителем. Cool story. У меня есть друг, и он нормально так зарабатывал на этом сервисе, делая рерайты и дипломы. И чтобы нормально поднять бабла, нужно иметь хороший рейтинг, брать даже маленькие заказы и все в таком духе. А чтобы максимально удобно было пользоваться сервисом, можно скачать приложение. Здесь все быстро и доступно.
Написать Библию или написать код для космического аппарата? Я представляю такой заказ на Юду. И ведь возьмутся. Ссылочка в описании. Спасибо за просмотр этого видео. Теперь вы знаете, что проверять и перепроверять информацию просто жизненно необходимо. Поэтому я постоянно в видео говорю, что нужно чекать ссылки в описании, а вы этого не делаете. А жаль. Много упускаете. Всем пока.